Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу показать вам мои любимые косметические средства, которые наиболее актуальны в зимний период времени. Сразу скажу, что я здесь сегодня не про какой-то водостойкий, ультрастойкий макияж и все прочее. Здесь не будет водостойкой туши и так далее. Но, тем не менее, это те средства, которые я наиболее часто использую зимой, которые, мне кажется, больше подходят для каких-то зимних макияжей, спокойных макияжей, ну и которые хорошо себя ведут в течение дня. Поэтому, пожалуйста, если видео вам интересно, то оставайтесь, подписывайтесь на канал и поехали! Конечно, если мы говорим про зимний макияж, то здесь, наверное, больше в цветовой гамме у нас что-то такое спокойное, нюдовое, холодное, да, например, если мы говорим про румяна. А если мы говорим про текстуру, то здесь, наверное, больше я смотрю на какие-то матовые оттенки, чуть меньше сияния, но тем не менее оно есть, потому что я его обожаю. Давайте, наверное, пойдем более-менее по порядку. У меня здесь будет примерно 9-10 средств, которые я прям супер вам хочу посоветовать. Ну и вообще, присмотритесь к ним. Но даже если у вас сейчас не получится их приобрести, вы решите подождать скидок, потому что часть средств, они действительно из бюджетного сегмента, а часть чуть дороже. Например, тональные средства я всегда сама беру по скидке. Поэтому вы не спешите приобретать, но посмотрите, выберите каких-то фаворитов и обязательно запишите себе. Я уверена, что вы найдете им применение и весной, и летом. Все зависит от того, какие текстуры вы носите, как вы любите, чтобы макияж смотрелся, ощущался и так далее. Давайте пойдем, наверное, по порядку, приблизительно, как мы наносим средства. И первое, о чем я хочу сказать, это тональное средство, которое, мне кажется, всем известно. Это Estée Lauder Double Wear. Этот тональник уже он достаточно долго засел в наши умы, потому что я им пользуюсь достаточно длительное время. Я, конечно, его разбавляю какими-то более легкими текстурами, я ищу альтернативу, но это такая классическая версия, которая, мне кажется, у каждого уже была, и я надеюсь, что вы ее попробовали, раскусили, потому что это тональное средство идеальное средство, если вы снимаетесь, записываете видео, если вы долгое время хотите, чтобы ваша кожа классно, аккуратно смотрелась, если у вас проблемная кожа, высыпание, если есть какие-то несовершенства, которые вы хотите скрыть, то это тональное средство, оно просто великолепное. Многих пугает, что оно слишком плотное, и многие говорят, что Estée Lauder смотрится на них как будто маска, кожа не дышит. У меня сейчас Estée Lauder. И посмотрите, у меня достаточно какие-то воспаления видны, если они не сильно проработанные. То есть здесь зависит от того, как вы его наносите. Конечно, зависит все от кисти. И я советую вот такие плотные достаточно текстуры наносить достаточно плотными кистями. Например, вот эта кисть, она просто прекрасная. Это кисть от N-Beauty, кстати, новая, Neo Classic N1. И вот такие формы, они прекрасно справляются с плотными текстурами, и они очень деликатно их наносят, потому что вы начинаете снизу, и вот так все это миксуете между собой, и просто супер нежнейшее покрытие. Я сегодня даже, когда накрасилась, я такая, а где мой тон? Потому что видео, вы понимаете, что нужно более как-то так презентабельно выглядеть, и его можно распределить практически незаметно, но при этом, когда я хочу классно выглядеть, когда я не хочу чего-то очень сияющего, я всегда к нему обращаюсь, и у меня это то средство, которое всегда есть в запасе, то есть на каком бы средстве я сейчас там не сидела, то есть, допустим, на BB-креме или на чем-то еще, я всегда возвращаюсь к нему, всегда вот есть какие-то события, когда я его ношу, праздники. Просто я знаю, что он никогда не подведет. Я знаю, что мой макияж будет суперско с ним смотреться, он не будет блестеть адско. Причем, посмотрите, достаточно естественно смотрится. Что мне нравится? Он естественно смотрится. Здесь, конечно, добавлен еще немножко хайлайтер, да, все эти бронзаторы, которые тоже прибавили нам блеску. Но, тем не менее, он смотрится очень естественно, аккуратно. Я бы не назвала его маской совсем. Но даже если вы хотите что-то более легкое, у него есть уже более легкие версии, которые тоже представлены, и можно обратиться к ним. Но вот эта классика, которую я не изменяю, я очень его люблю, и я не согласна, кто считает, что он некомфортный, это маска. Мне кажется, друзья, вы просто не теми кистями пользуетесь, поэтому попробуйте чем-то более плотным, и тогда я уверена, что вы его особенно зацените. У меня оттенок Ecru 1N2. То есть, мне кажется, это такой относительно стандартный оттенок. Он подруги у моей были, несколько раз с разными друзьями его покупали, и все берут в этом оттенке. То есть, если у вас нет возможности затестировать его, то, пожалуйста, вот присмотритесь к этому оттенку. Я сейчас чуть более загорелая, но, тем не менее, я вот немножко его так протягиваю, он вообще комфортно ощущается. Я его и светленькой ношу, и темненькой. То есть, вот это мой оттенок, который мне нравится и всегда подходит. Он просто невероятный. Пойдем дальше. И дальше мы уже поговорим, если мы говорим о лице, которое более матовое, должно быть, да, казалось бы, в зимний период времени. И очень часто такие текстуры, которые, да, сияющие, блестящие, не очень комфортно в них, когда ты в шапке, ты спускаешься в метро, выходишь из метро, и так все течет, и хочется как-то, немножко более такой спокойной кожи. Поэтому я говорю про матовые тональные средства, и я расскажу про матовую пудру, которая тоже, мне кажется, стала просто незаменимой у многих. Это пудра от Laura Mercier. Здесь 3
30 грамм этой пудры. Вы можете себе представить? Это просто огромный объем. И тут уже зависит от того, когда вы ее ликвидируете из вашей косметички, потому что она у меня очень долгое время, и мне кажется, она даже не планирует заканчиваться. Здесь, если посмотреть, она просто еще прям у крышечки. То есть я не знаю, что там расходовалось, я ей постоянно пользуюсь, не только на съемку. Понятно, что когда съемки, понятно, что когда я долго там иду на какой-то вечер, праздники, просто я иду в бар с друзьями, я всегда ее использую, потому что она тоже вот самая лучшая, мне кажется, такая матирующая пудра. При этом здесь супер мелкий помол, я сейчас вам покажу, здесь даже видно, да, она очень деликатная. Это супер мелкий помол, который прям вот как мука ощущается и очень незаметно смотрится на вашей коже. Это транспарантная пудра, поэтому она не имеет оттенка. Мне кажется, что она в едином оттенке была представлена. И она, наверное, чуть более выбеливает сейчас меня, но так как я сейчас пальцем нанесла и большое, да, количество, вы наносите это пушистой кистью. Тоже, опять-таки, я считаю, друзья, нам нужно знакомиться с кистями, потому что даже пудру ту же самую, ну, про это не совсем речь идет, но даже пудру может по-разному нанести. То есть, если у вас какая-то легкая кисть, например, такая, она будет супер вуально, да, распределяться. Если у вас уже более плотная кисть, мне, наверное, нет плотности, я не очень люблю плотные кисти, но это чуть более плотно. И если вы будете вбивать, вы понимаете, когда это будет наноситься. Ну вот это вот. Вот это и просто идеально, когда вы здесь какие-то зоны прорабатываете. Расскажите, пожалуйста, если вам интересно про кисти and Beauty, у меня их много, это одни из моих любимых кистей, и они прям такие рабочие, классные, сниму отдельное видео. Вот, поэтому пудра эта наносится очень деликатно. Особенно вот такой какой-нибудь кистью пушистой, просто вообще незаметно. И этот оттенок, который чуть более белый, чем ваша кожа, хотя вот мне кажется, каждый раз, когда говорят про транспарантную пудру, всегда вспоминают эти приколы, когда раньше Анджелина Джоли, по-моему, все эти звезды Николь Кидман были с белыми лицами, потому что транспарантная пудра, она прям так наслаивалась хорошенечко, и когда, видимо, этот электрический свет не натурально смотрелось, это просто кринжово, потому что у них было половина белого лица, половина коричневого, выглядело просто кошмариус. Здесь такого же нет, это новая формула, они комфортно ощущаются, то есть даже если я, например, дико как-то выбеливаю плотной кистью вот здесь, то все равно все хорошо ощущается. Эта пудра, как сказала, она у нас нацелена все-таки на матирующий эффект, но так как помол очень деликатный, она такая мягкая, шелковистая, если вы используете какую-нибудь еще тоненькую кисточку, вообще такую невесомую, вы увидите, как она круто распределяется. Здесь, конечно, она у меня так подвылезла, я люблю, когда меньше пудры, то есть вы ее набираете, вы отряхиваете и вот так наносите. И смотрите, лицо сразу, оно становится чуть более, да, холеным, таким затонированным, таким заматированным, аккуратным, заблюренным. Мне она очень нравится, она не утяжеляет лицо и супер комфортно носится. Я ее люблю, понятно, какие-то более матовые макияжи, если мы говорим, да, про зимний период времени, но тем не менее я ее люблю и весной, и летом. Все зависит от того, какого эффекта вы хотите достичь, и если я понимаю, что я хочу, тоже вот опять, если я хочу что-то стабильное, чтобы меня не подвело, вот я пошла, вечером вернусь, нет времени думать, переживать, пожалуйста. Классно себя ведут, не смотрятся какой-то маской, таким затонированным чем-то. Очень вообще деликатное, аккуратное, и я вам советую. Как я говорила, стоимость достаточно высокая, что у того, что у этого средства. Ну, тональное средство, это понятно, у вас там, у каждого оно по-своему расходуется, но пудра это просто на века. Ее хватает очень надолго, она супер тяжелая, и я была рада, честно, кому-нибудь ее отсыпать, потому что мне она очень нравится, но, например, там матирующую пудру я из-за этого не пробую, потому что я понимаю, что мне еще вот, ну как не пробую, у меня есть определенные там и пробники, какие-то миниатюрки, но вот большую я такую подобную не повторю, потому что, ну, вот эта, она просто лучше, и я ее сильно люблю, она суперско себя показывает. Если мы говорим, опять-таки, о чем-то спокойном, да, таком зимнем варианте, не кричащем, то, что хорошо под нашу шубеночку искусственную и пальтишки смотрела, то здесь я хочу еще рассказать про хайлайтер от Bobbi Brown в оттенке Pink Glow. Мне кажется, один из самых известных хайлайтеров, которые просто обожают и визажисты, и все, кто связан как-то с миром красоты и макияжа. Единственное, что, видите, он так заляпывается. Но я люблю вот такую поверхность, все равно как бы я часто критикую, потому что, ну, некрасиво в кадре смотрится, но мне нравится, что она такая прям симпатичненькая. Хотя, конечно, если вы визажист, сложно постоянно ее в каком-то диком порядке содержать. Но, тем не менее, это хайлайтер, который просто супер известный, такой бестселлер. Бестселлер.
бестселлер, 8 грамм у него граммовка, то есть достаточно он такой большой. Извините, пожалуйста, я его не прибрала к вашему приходу, сейчас я немножко его протру, но хотя давайте я вот так его покажу, чтобы вы понимали, что, к сожалению, зеркало, оно вот такое грустненькое, оно замыленное, потому что, ну, хайлайтер, он везде, но я думаю, что это просто проблема того, какой продукт лежит в нем, и, конечно, он мелкодисперсный, поэтому с ним такое происходит. Такой прессованный хайлайтер, в нем два оттенка, как будто бы, да, это такой жемчужный, с карамельным отливом, такой вот нежно-белый. Я бы не сказала, что он какой-то снежинчатый, что он такой снежный, нет. И он переплетен с персиково-розовым, таким тоже нежным, деликатным бронзовым оттенком. Он смотрится, несмотря на то, что он назван у нас розовым сиянием, смотрится он по мне таким бежевым, цвета шампань. То есть очень красивый, очень аккуратный, мелкодисперсный, он настолько деликатно наносится, набирается, и посмотрите, то есть это такой хайлайтер, который у нас действительно создает влажное сияние и очень аккуратный. То есть есть хайлайтеры, где блесточки такие прям отдельно друг от друга. Этот хайлайтер, он прям, ну так, он подсвечивает, и вроде бы есть, и вроде бы его нет, и тоже зависит от кисти, конечно, как наслоить, но он прям такой очень красивый. Сейчас у меня нанесен другой хайлайтер, но давайте тоже его чуть-чуть буквально нанесем. Да, я думаю, он подойдет под наш макияж. Мой хайлайтер уже почти не заметен, но он такой прям очень влажный эффект дает, особенно при искусственном освещении, как будто просто у вас такая щечка натуральная. Давайте возьмем хайлайтер, посмотрим, будет ли он заметен. Ну да, и смотрите, он, кстати, более белый, нежели мой хайлайтер, хотя логично, у меня хайлайтер от Beauty сейчас был, он такой золотистый. Почему он, собственно, многих и пугает, потому что такой золотой подтон, ты думаешь, не подойдет мне. Но при этом он хорошо сливается с кожей. Смотрите, здесь я специально сюда зашла, чтобы вы видели. Он такой очень деликатный, красивый. Я, конечно, сейчас его наслоила посильнее, но, тем не менее, можно и поаккуратней. Сейчас я только сделаю все на двух щечках, чтобы эффект был одинаковый. И на носик немножко наношу, в общем, везде. Люблю сиять. Вот. И я этот хайлайтер почему хочу посоветовать на зимний период времени, на там, начальную весну, позднюю осень, потому что он очень аккуратный, он впишется буквально в любые оттенки, там, будь у вас бежевый какой-то макияж, будь у вас розовый, и он не проблемный, то есть им нельзя наставить каких-то пятен неприятных, им сложно переборщить, и он хорошо так вот, скажем так, не растворяет ваш тон, но при этом так в него как-то деликатно подстраивается. Поэтому этот хайлайтер я советую. Я где-то видела, что его то ли сняли с производства, то ли что-то еще. Я надеюсь, что это какой-то миф. Но в любом случае, даже если это так, то остатков еще будет много, можно закупить, но он прям вот такой must-have-чик от Bobbi Brown, он у всех практически есть, что он, ну, действительно того стоит. У меня самый большой размер, я не знаю, когда он закончится, надо было travel-версию взять. Я всегда просто жадничаю. Я когда вижу, я еще, знаете, вот еще начинаю сравнивать, и обычно всегда большой размер сильно выгоднее, чем маленький, и я поэтому беру все, что только есть. И потом жалуюсь, что мне некогда пользоваться. Так, дальше мы поговорим про румяшки, и если мы говорим про румяна, то я тоже не всегда поддерживаю такое разделение, что, например, зимой и осенью оно что-то холодное, а вот весной, летом тепленькое, там, не знаю, рыженькое, такое солнечное. Это, конечно, связано с вашим цветотипом, это связано с том, насколько у вас загорелая кожа, но, тем не менее, я люблю все разное в разный период времени, мне как-то все равно немножечко, вот, поэтому я люблю использовать разные румяна, но сегодня все равно решила показать вам розовые румяна, которые тоже были у меня в обзоре про белорусские бренды, потому что это Релуи, это супер дешево, это супер бюджетно и просто каждому из вас подойдет по ценовой категории. Это оттеночек у нас 02. Он чем классный? Он... Так, я тут еще хайлайтер забыла брать, сейчас беру. Друзья, отвлеку вас от зимних фаворитов и тоже попрошу вас взамен подарить мне новогоднее чудо, потому что я невероятно хочу 1000 подписчиков, я к этому стремлюсь. И если вы сможете остановить видео, написать комментарий и подписаться на мой канал, если вам нравится мой контент, вам нравится то, как я это все рассказываю, показываю для вас, то, что я стараюсь для вас, то я буду очень рада вашей подписке и вообще вашему присутствию на моем канале, потому что вы меня мотивируете быть лучше, больше покупать косметики и снимать все для вас. Еще раз спасибо и продолжаем. Он достаточно пигментированный, и он заменяет два продукта. Вот. В целом, если вы экстремал, вы можете и на глаза положить этот оттенок. Особенно, кстати, классно будет смотреться, если это база, да, база, и потом вы наслаиваете, например, розовые тени, если хотите какой-то яркий макияж. Он также здорово ведет себя как тинт для губ. Ну и, конечно же, это непосредственно наши щечки, потому что оттенок очень-очень красивый. Он
несмотря на то, что пигментированный очень яркий, смотрится очень деликатно. Хорошо распределяется, им можно переборщить, здесь не буду обманывать, вот, но несмотря на это, он достаточно осторожный, то есть как бы в целом можно исправить, то есть если что-то не так, вы как-то все быстренько подправите. Вот. Очень классный, обычно у кремовых румян, таких желеобразных, гелеобразных, есть проблема с тем, что они сползают под конец дня и становятся какие-то менее заметные, менее яркие, они могут растворять тональное средство. Здесь все с этим отлично. Румяшки классно себя ведут, мне очень нравится, я попробую еще на самом деле посмотреть, надо, есть что-нибудь коралловое, я посмотрела, но когда вы хотите какой-то фреш мейкап, вот есть румяна известные, диоровские, да, вот эти розовенькие, вообще аналогичный оттенок, стоит 200 рублей, мне кажется, очень хороший, срок годности вообще у них отличный, я смотрю так, непонятно сколько после вскрытия, ну тоже, наверное, год или 6 месяцев после вскрытия, но прям очень комфортно. Ну вот здесь тоже написано, что и для губ, и для щек, для глаз, кремовая шелковистая текстура, легкая растушевка, сатиновый финиш, натуральный эффект, питание, уложение, комфорт. Они действительно питают, то есть и на губах очень комфортно, и на щечках прям классно, но при этом не растворяют ваше тональное средство, что тоже очень важно. Класс! Далее давайте уже перейдем к глазам и к губам. Здесь я хочу рассказать про одну из моих самых любимых палеток. Вы сейчас, наверное, удивитесь, потому что это не какая-то огромная палетка Huda Beauty, которая просто с каким-то адским сиянием. Это такая стандартная базовая палетка, которая должна быть у каждого. Если у вас есть уже какие-то ваши базовые любимчики, то пролистайте, обходите стороной. Если вы ищете что-то новенькое, то посмотрите, потому что это палетка, которая заменит вам и базовую палетку, и travel палетку, и всегда, какой бы оттенок вам ни был нужен, вы будете тянуться к ней. Это у нас Rouge Bunny Rouge, российское производство, если кто-то не знал, потому что, точнее, наоборот, простите, производство это итальянское, но это российский бренд. Они, конечно, тут мимикрируют очень сильно под то, что они из Лондона, но, тем не менее, это наш российский бренд. И ценовая политика у него дороже среднего, я бы сказала, потому что сейчас эта палетка полная цена 4 с чем-то, по скидке 3 я покупала за 2. За 2 я считаю, что более чем, потому что здесь прилично так продукта по 0,3 в каждом отсеке. И это такая хорошая базовая палетка, но самое главное, что она прекрасно подходит под спокойные макияжи, под зимние макияжи, под какие-то такие уютные, я бы сказала, она очень уютная, она такая комфортная, ты с ней не напортачишь, потому что оттенки очень пигментированные, но при этом они покладистые, они очень хорошо распределяются, очень хорошо тушуются, очень аккуратные, они очень сильно пылят в упаковке, но не пылят на ваших глазах, то есть обязательно стряхивайте кисточку, и потом затем аккуратно все это, прям, вот у меня тоже, кстати, сейчас они нанесены, и помада, кстати, Rouge Bunny Rouge, и они прям потрясающие, мне очень нравятся, они такие комфортные, и с ними можно сделать много макияжа, кажется, что мало, но при этом они подойдут вам и под новогоднюю ночь, если вы хотите что-то, да, яркое, более гранжевое, они подойдут под какой-то очень простой макияж, то есть если вы не фанат вообще макияжа и делаете что-то очень простое, там стрелочку каким-то основным акцентом или цветом, то эта палетка просто незаменима. И как я уже сказала, у меня очень много черных оттенков, у меня очень много бежевых оттенков, но я выкинула все, то есть все палетки, которые были около похожие, я их все убрала, потому что я ими не пользуюсь, но они не менее пигментированные, менее удобные. Вот это мне заменило просто все оттенки. И если вы любите что-то кремовая, то непосредственно я советую тень от Luxe Visage, это матовая их линейка, у меня оттенок 105, наверное, если вы хотите что-то более светлое, более нюдовое, то присмотрите что-нибудь там из ранних оттенков, ну, цвета чуть менее темные, потому что это достаточно такой, он темноват, он похож, знаете, на помаду Кашмир, но, тем не менее, смотрится симпатично, но это такой, да, серый подтон, это такой, сейчас чуть-чуть протянем цвет, чтобы он не казался вам сильно темным. То есть, да, немножко, вот видите, он уходит в такой какой-то трупный цвет, я бы сказала, но при этом он все равно очень, вот, то есть вы видите, насколько он аккуратный, да, он растушевывается просто не в дымку даже, а в ничто практически. Очень аккуратный оттенок, немножко придает, да, тоже гранжа, придает немного более темных оттенков вашему макияжу, но если вы любите темные губы, если вы любите зимой, обычно чаще всего люди используют, да, что-то такое темненькое, то я вот его как базу очень люблю.
люблю, я наношу обычно его. Можно тоже опять стрелку нарисовать, потому что он очень хорошо форму даже выстраивает. То есть нужна форма, может спокойно один этот оттенок использовать, и все. И непосредственно я люблю блески туда просто. Вот я могу пухнуть туда фэнти, и все. И мне вообще блестяще, мне красиво, мне хорошо. Все спрашивают, что у тебя на глазах, потому что они очень классные. Вот все тени Luxe Visage, это и металлик, и матовые. Единственное, что Glitter Rock, по-моему, у них есть отдельные блески, они фиговые, они прям так себе смотрятся. Вот эти, они суперско держатся до последнего, классно тушуются, не застывают в какое-то непонятное нечто, потому что такие тени могут скукоживать века, особенно для возрастного это достаточно опасно. Они очень подвижные, пластичные, мне прям нравятся, и вот я купила бы еще немного там других оттенков, да, более бежевых, но тоже мне нравится здесь, что он больше холодный подтон уходит, потому что я менее люблю, когда в рыжий уходит. Я вот это как-то не очень мне нравится, возможно, не очень комплементарно моей внешности, но вот этот оттеночек, он такой интересный, необычный, вот поэтому можете купить, и он будет так необычно смотреться. Дальше, если мы говорим еще про губы, давайте скажем, мне очень понравился на какое-то холодное время года оттенок карандаша Bellagio от Chic. В целом у Chic одни из лучших карандашей, это доказано уже всеми и многими, они сейчас дороже стали, мне кажется, 1000, их полная цена примерно 800 по скидке, но это карандаши, которые, ну, действительно стоят того. У них косметическая душка, у них деревянный грифель, насколько я понимаю, поэтому он пахнет, как все такие классические деревянные карандаши, но они настолько пластичные, аккуратные, можно исправить, если ты где-то напортачил. И такие оттенки ходовые, потому что Наталья, она сама косметолог, она сама визажист, и поэтому она как бы знает, какие оттенки лучше подойдут, какие оттенки делать. Она очень щепетильно относится к своему бренду, она все сама тестирует. Я подписана и на телеграм-канал, и на инстаграм, и я вижу, как создается эта косметика, и с какой любовью она это делает. И поэтому, конечно, косметики Chic у меня очень много. Я обязательно сделаю отдельное видео, потому что там прям супер много достойных продуктов. И вот этот карандаш, он, видите, немножко уходит в кирпичик, но благородный кирпич, то есть он будет красиво смотреться. Он чуть темнее, чем нюдовый карандаш. У них есть Флоренс нюдовый, но его уже полгода практически нет в наличии. Говорят, кстати, что после Нового года он появится. Он такой, я бы сказала, не нюд, но праздничный нюд. То есть он мне вот очень нравится, особенно с этой палеткой, они вместе прям будут очень хорошо дружить, такие спокойные, чуть-чуть в холодную гамму, потому что вы заметили, что сегодня мы все-таки про что-то такое комфортное, уютное, чтобы накраситься, сидеть так с помидорчиками, у кого что, у Даши помидоры, сидеть так с мандаринчиками у камина, носочки тепленькие, там Гарри Поттера смотреть, ну и быть красивой, симпатичной при полном параде. И если мы говорим про глаза, давайте уже опять продолжим про Chic. Тушь от Chic. Она мне очень нравится, но сразу, как я сказала в начале, не ждите от нее какой-то дикой стойкости. Она хорошо себя ведет. Она первое время немножко отпечатывалась, но я еще думаю, что я сейчас решила тем, что у меня здесь были достаточно жирные веки, я их никак не обработала, и поэтому она немножко у меня туда залезла, но это был прям самый первый раз. Сейчас она ведет себя потрясающе, она не отпечатывается, она супер удлиняет, разделяет ресницы, у нее очень бюджетная цена, по скидкам обычно это 400-500 рублей, то есть как бы какой хороший масс-маркет, я бы сказала. И при этом это фаворит многих. То есть если вы не пробовали тушь от Chic, обязательно попробуйте, потому что многие говорят, что это просто must-have. Я вижу, как она работает на их глазах. Мне тоже она подошла, она классная, она комфортная, она, что мне нравится, дешевая, доступная. И я бы хотела ее посоветовать, потому что я в последнее время только ею пользуюсь. Наверное, сейчас еще раз на себя гляну. Хотя нет, знаете, я вот очень часто, у меня есть видео отдельное, где я рассказываю, что две мои любимые туши — это Stellary и Maybelline, потому что я постоянно повторяю, они классные. Но вот это, я бы сказала, что также круто разделяет и делает более удлиненными ресницы, как Stellary. Хотя Stellary тоже достаточно бюджетная тушь, но просто находка, like a Star она называется. Вот. Но тушь от Chic, она просто невероятная, и многие подсели на нее, поэтому если не пробовали, обязательно попробуйте, но не ждите какой-то, да, Extra Volume, кстати, называется. Вот. Но не сказала бы, что Volume, я бы сказала, что она больше на разделение работает. Вот. Кисточка такая, нам знакомая, силиконовая, очень удобно прокрашивать. Ну, супер базовая тушь, которая ведет себя очень хорошо. Я вообще считаю, что тушь — это немножечко расходничек, она очень быстро засыхает, ее постоянно нужно обновлять, потому что вот если говорить про тени, про что-то еще, то, конечно, наверное, здесь можно еще как-то, например, тенюшки подольше воспользоваться, скульптором, если он не кремовый, подольше. Но тушь, пожалуйста, обязательно обновляйте, потому что это очень важно. Здесь есть консерванты, которые способствуют тому, чтобы там не распространялись бактерии, микробы, не размножались, потом не оказывались на вашем глазу. И когда тушь уже просроченная, то все эти добавочные средства, которые помогают быть ей безопасной, они становятся бесполезны. И там же может микрофлора быть
патогенное, которое будет опасно для ваших глаз. А глаза, это, мне кажется, самое важное. Вот подводка, тушь, это вот то, что действительно нужно позаботиться об этом, никто другой за вас не позаботится. Поэтому здесь, пожалуйста, тушь обновляйте почаще. И так как я тоже обновляю тушь достаточно часто, я вот люблю как расходный материал, что-то бюджетное, и это одна из лучших бюджетных тушей, я прям настоятельно советую. Это оттенок Black. И, кстати, возможно, мы с вами не сказали, что палеточка у нас в оттенке 104. Но даже если я сказала, я еще раз скажу, что это 104-я палетка, прекрасная, называется «В замке». И вообще, это серия «Зачарованного леса». У них такая интересная история, что они такие все зачарованные, очарованные, а лист страниц чудес. Вот, эта палетка такая и есть, как бы маленькая, да, ударенькая. Вот, и если мы говорим про стрелки, про что-то такое, то я вас настоятельно хочу посоветовать вам моих фаворитов. И здесь я могу сказать, что эти стрелки держатся просто как убитые. Конечно, если у вас снегопад пойдет в лицо, хотя мне кажется, что даже снегопад они выдерживали, они не, вот этот лайнер, он не заявлен как водостойкий, хотя, наверное, может быть, есть какая-то водостойкая версия, но, тем не менее, я вот и зимой с ним хожу, и всегда. То есть дождь, ураган, я с ним, у меня стрелка на месте, и это один из лучших лайнеров, который я постоянно повторяю. У меня тоже бывают какие-то дорогие версии, но я обожаю этот лайнер от Ева Мозаик. Это просто best of the best. Вот запишите, пожалуйста, это лучшее вложение ваших 300 рублей. Тогда, мне кажется, это было 150, когда я только начала им пользоваться. Это у меня старая версия, он уже закончился. И новый я купила, потому что я не могла без него уйти из магазина. Это вот новая версия, выглядит немножко иначе. Здесь они сделали, то также называется Carbon Black, подводка фломастер для глаз. Но единственное, что они сделали, видите, редизайн. То есть он такой рыженький и стал более симпатичный. Оттенок у меня черный. Я не знаю, возможно, есть еще какой-то другой оттенок, но вот я взяла черный. Во-первых, эта подводка будет служить вам очень долгие годы, она абсолютно не засыхает. Понятно, что ей тоже можно пользоваться 6 месяцев, то есть тут сами уже смотреть на ваше усмотрение, но это не та подводка, когда вы купили, и через месяц она закончилась. Например, я очень люблю синие стрелки, просто это моя любовь, и есть очень классная подводка, не знаю, мне кажется, до сих пор производится у NYX. Такая фломастером, тоже жиденькая, ты тогда достаешь кисточку и рисуешь. Она комфортная, удобно носить, хорошая кисточка в комплекте, получаются осторожные стрелки, но, тем не менее, она сохнет просто нереально. И так как синие стрелки тоже как красная помада, это на любителя, под настроение, хотя я часто ходила со синими стрелками, мне кажется, каждый день. Вот. Но те люди, кто меньше любит экспериментировать, она засыхает прям супер быстро, типа за месяц. Вот. А черная подводка, понятно, что это более такой повседневный вариант, но вот все 6 месяцев она вам отработает, прям гарантирую. Здесь очень удобный колпачок. Мы рассмотрим сейчас на старой подводке, потому что новая у меня запечатана. Простите, я не открою пока ее, потому что я другой пользуюсь сейчас. Но, тем не менее, вот Ева — это одна из лучших подводок, которые у меня были. Смотрите, она такой заостренный кончик, но не слишком остренький, не слишком тоненький, потому что им тяжелее работать. Нужно что-то такое среднее. Когда очень тоненькая, а рука у тебя сильная, ты можешь сильно давить, тяжело выводить стрелочку. Поэтому я люблю что-то вот такое средненькое. Оно очень комфортно, вырисовывает супер аккуратные стрелки за счет того, что кончик да тоненький, и ты вот можешь и так, и сяк. Ну, конечно, зависит от того, как ты еще лайнер поставишь. И еще у него очень красивый черный. Зачем я ее выкинула? Она еще как бы вообще неплохо рисует. Вот, у нее очень красивый такой черный металлический оттенок, и она держится на протяжении дня, она не отпечатывается, и вообще вы чувствуете себя с ней богиней. И у меня всегда спрашивают, типа, Даша, какая у тебя любимая там подводка? Или да, что у тебя за подводка? И я говорю, у меня Ева Мозаик подводка. Ева Мозаик. Мне интересно стало, может ее... Нет, она вот с одной стороны рисует, с другой нет. Ну ладно, пойдет в утиль. Ну, в общем, подводка Ева Мозаик, она просто лучшая, best of the best. Лучшая подводка, она супер бюджетная, и, честно говоря, многие, знаете, подводки были сильно дороже, но сильно хуже. Ну, то есть я понимаю, что и рисует плохо, и отпечатывается, и оттенок вот ненасыщенный. А главное, что вот этот фломастер, нужно, чтобы он был комфортный, чтобы он вам подходил под нажатие, под, не знаю, ну, чтобы вам было с ним хорошо. И вот именно с этим фломастером, подводкой, /айлайнером мне очень хорошо. Что, дорогие друзья, ну вот и все, наше видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Спасибо огромное, что смотрели его до конца. Надеюсь, что вы оценили моих фаворитов. Напишите, пожалуйста, если что-то у вас, что-то вам понравилось, планируете купить. Как я уже сказала, конечно, они приурочены к зимнему периоду времени, это же не более какие-то сбалансированные, аккуратные текстуры, более подходящие оттенки, такие более приглушенные, но все зависит от вашего настроения, все зависит от того, какие оттенки вы носите. Например, я люблю все супер сияющее, и для меня матовые текстуры более ассоциируются, да, с каким-то зимним периодом времени. Но
я знаю тех, кто всегда носит матовые текстуры. Я знаю тех, кто пользуется только такими палетками, потому что они очень удобные, они очень функциональные, и им странно, когда я говорю, что я купила еще одну красную худу. Вот, поэтому, друзья, пишите, пожалуйста, ваше мнение, делитесь вашими фаворитами, понравилось вам что-то или не понравилось, возможно, что-то тестировали, что-то проявилось себя хуже, потому что все индивидуально. У кого-то может отпечатываться, у кого-то нет. Как бы мы все очень разные, разная текстура кожи, структура, состояние. Вот, поэтому все очень индивидуально. Не обижайтесь, если что-то мне не нравится, что нравится вам, и наоборот. Спасибо еще раз, что смотрели это видео до конца. Надеюсь, что подписались на канал, поставили комментарий, написали лайк, уже ждете следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Пока!